Добрый день, уважаемые подписчики! Я решила сделать новое видео о том, как я варю варенье из смородины. Много вопросов пришло. Может быть, я в прошлый раз не очень хорошо объяснила, что я чего делаю. Я решила более подробно объяснить и показать, как я варю варенье. Вот насчет алюминиевого таза у меня был вопрос. Это пищевой алюминий. Я в нем очень давно готовлю. Никогда жалоб у меня не было на него, что там окисляется что-то. Нормально. Я варю варенье и лечо вот делала в нем. Вот. Теперь, значит, насчет смородины. Смородина вот у меня очень крупная. Вот вы сами видите, какая. Я только ее собрала. Вот. Мелкую я не собираю, это я потом на компот. Вот. Вот смородина. Видите, какая крупная ягода. Кожица у нее тоненькая. Поэтому сока в ней очень много. Воды я никакой не добавляю, потому что сока будет сверх меры. Вот. Теперь, значит, что еще? Насчет ягод. Сколько? Спрашивают все в стаканах. Ну, вы сами видите, что я не в стаканах измеряю, а взвесила вот, сколько собралась я с куста. Взвесила. Вот сейчас у меня получилось в лукошке 2,5 килограмма ягод. Ну вот я примерно 3 килограмма сахара беру. Ну, чуть побольше килограмма. Потому что ягода не слишком кислая у меня. У кого кислая, надо, конечно, добавить побольше сахара. Вот. И лучше, конечно, покрупнее смородину брать. Потому что мелкая, это будет сухая. Вот. У сухой, у мелкой носик длинный. Вот. Это уже, как говорится, как деревянная будет смородина. Поэтому нужно выбирать сорт вот такой. Вот у меня ноти, как она, вся чистенькая, и носик коротенький. Сейчас очень много сортов всяких разных развелось. Это не как раньше продавалась мелкая смородина. Мы ее через мясорубку с сахаром пропускали. А теперь я варю варенье. Значит, что делаю? Вот я приготовила 2 килограмма сахара. Вот. Килограмм я буду потом добавлять. Во второй раз, когда буду варить. Вот что я делаю. На дно насыпаю сахара произвольно. Вот. Насыпала ягоды. Тоже произвольно. Вот. И вот так пересыпаю. Ягода уже, она, мало того, что она, вот я ее помыла, она влажная. Да еще, когда с кустика срывала, она, ну, кое-где уже и сок пустила. Ничего страшного. Вот, быстрее сок даст. Вот. Видите, какая вся красивая. Что за сорт, не знаю, не могу вам сказать. Мне просто соседи дали черенки, я их посадила и вот ухаживала за ними. Так. Вот считайте, что 2 килограмма сахара сейчас я использую. Вот она уже треснутая, даже вот лопнула. Спелая ягода, и сок даст быстро. Вот. И воды просто смысла нет добавлять сюда. Если ягода, конечно, мелковата, суховата, есть смысл сделать сироп с водой. Вот. На килограмм сахара стакан воды. Сделать сироп, и тогда уже ягоды запускать. Вот. Это я варю так крыжовник. Я в следующем видео вам обязательно все покажу, расскажу. Будем крыжовник варить. Там немножко по-другому. Вот сейчас есть и последний слой. И на несколько часов поставим. И забудем про них. Вот сейчас день. Ну, где-то вечером я освобожусь и поставлю варить. Тогда мы продолжим. Ну вот сейчас уже вечер, почти 7 часов. Вот я поставила на тихий огонь наше варенье, ягоды. Ну вот на тихом огоньке
Ну, я специально поставила на самый тихий, чтобы не подгорало. Чтобы постепенно таял сахар вместе с соком. Вот. Ну, сейчас посмотрим, сколько это времени займет. Я потом скажу. Ну вот, 10 минут прошло. Смотрите, сколько сока появилось. Вот сейчас сахар уйдет на дно. Вот, я сегодня класть больше не буду ничего, потому что я положила почти 2 килограмма сахара. Вот. Остальной сахар я завтра доложу. Завтра с утра будем варить. Сейчас я минут 15, наверное, так вот поварю. Покипит оно. Пенку сниму. Сахар весь растворится. Все. И поставим до завтрашнего утра. Вот, пока все. До завтра. Ну, наше варенье постояло ночь у меня. Остыло. Напиталось сиропом. Он такой густой стало. Вот. Значит, я сейчас поставила на огонь. Оно уже слегка подогрелось. Вот видите, сейчас оно пожиже будет. А то прямо уже как желе стало. Значит, я высыпаю остальной сахар. Напоминаю, что у меня 2,5 килограмма ягод было. Значит, 3 килограмма сахара я в общей сложности добавляю. Вот оставшийся килограмм с небольшим. Я сейчас добавлю. Сахар разойдется. Вот. Ложка у меня нержавеющая, из нержавейки. Вот сейчас я все это перемешаю. Вот только начало нагреваться. Горячее, но еще не разошлось. Вот прям тяжело даже какое густое получается. Ну, нагреется, оно сейчас будет пожиже. Вот уже видно даже жиже становится. Так. Сахар частями. Вот так вот насыпаем и размешиваем. Чтобы лучше разошелся там. Какое варенье красивое. А завтра уже, скорее всего, завтра, пока оно остынет, вот будем перекладывать в банки. Вы посмотрите, какое оно стало желеобразное, какие ягоды прям насыщенные такие. Вот даже на вишню прям похожи. Такие крупные, мясистые. Вот это я понимаю варенье. Конечно, из мелкой смородины не стоит варить варенье. Она сухая будет. Сухая, невкусная. Вот лучше, конечно, крупную найти. Так что сейчас вот все я высыпала. Сейчас размешаю. После этого сейчас я сахар размешаю. Начнет закипать варенье. Долго варить его не надо особенно. Как только сахар растворился, еще минут 5-10 покипит, и можно все выключать. Выключать и оставлять его, как говорится, для остывания. Вот так вот поэтапно. Главное, что хорошо не стоять над ним долго. Вот. Сделал что-то, отставил в сторону. Значит, другие работы поработал. Занялся опять вареньем. Опять тут не больше получаса получается занято. Опять отставляем. Вот чем этот способ хорош. Вот. Ну вот. Сахар почти весь разошелся. Ну, там чувствуется еще. Вот. Подождем. Подождем, когда закипит. Тогда дальше продолжим. Ну вот видите, как варенье бурлит. Я его на тихий огонь сделала, чтобы сильно большого бурления не было, чтобы пена сильно не образовывалась. Вот 15 минут после начала закипания прошли. Вот я теперь отключаю газ. И вот эту пенку надо будет убрать. Горячо. Аккуратно. Вот так вот. Потряхивайте. Здесь, видите, пенка такая более-менее
ее не очень хорошо видно, но тем не менее она есть. Вот ее лучше собирать, когда уже варенье без огня. Вот, сварилась она. Густая такая здесь пенка. Вот сейчас я ее быстренько соберу. Завтра будем выкладывать в банки. Сегодня такая погода дождливая. Может быть, качество видео будет не очень, но посмотрим. Видите, она собирается хорошо. Вот так вот. Постряхивайте немножечко. Вот так, сейчас сгоним ее сюда. Ну, в общем, вот так оставляем до остывания. Пока все. Ну вот последний этап нашего варенья. Перекладываем в банку. Видите, ягоды еще крупнее стали. Постояли. Это как будто не смородина, а вишня. Аромат, конечно, прямо черной смородины. Вот банку я заранее простерилизовала. Наклеила этикеточку скотчем. Вот. Скотч легко снимается. Вот сейчас покажу весь процесс, как я закрываю. Потому что были вопросы по закрытию. Вот наливаем по самое горлышко, как только можно. Ну, конечно, чтобы не через край. Вот, налили. Сейчас то, что неаккуратно пролилось, вытрем салфеткой. Так. Вот у нас до самого края. Заготовила я вот такие вот полиэтиленовые квадратики. Ну, от пленка от пакетов. Вот так вот наношу. И плотно закрываю крышкой. Вот как только можно. Вот в таком виде будет храниться. Видно, что это черная смородина. Вот и все. Ну, если какие-то вопросы возникли, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.